Эту маленькую собачку использовали для разведения, а потом она стала не нужна, и ее выбросили на улицу. Беззащитная, испуганная, с грустными глазками, она смотрела на людей умоляющим взглядом. В нем читались и боль, и страх, ведь теперь ее домом была улица. Хотя был ли у этой несчастной собаки дом, которого она действительно заслуживала? Вряд ли. Так или иначе, малышка очутилась на улице. Она была очень напугана, поэтому прижималась к стеночке, пытаясь спрятаться от людей. Такой ее нашли волонтеры из Hope for Puffs. Сотрудники организации по спасению животных очень хотели помочь нашей героине, но она убежала в узкий проем между домами и не позволяла к себе приблизиться. Волонтеру Ларите пришлось двигаться очень медленно, чтобы не потерять равновесие и не упасть. Когда девушка наконец добралась до крохотной собачки, та сидела, глядя на незнакомку глазами, полными ужаса. Ее крошечное тельце трепетало от страха, и о взаимопонимании не могло быть и речи. Ларета осторожно присела рядом и попыталась погладить дрожащую собачку. Та, казалось, вот-вот расплачется, в ее испуганных глазках блестели слезы. И все же каким-то чудом девушке удалось надеть на малышку шлейку и осторожно взять на руки. Когда волонтеры рассмотрели ее, они обнаружили, что у собаки увеличены молочные железы. Это значило, что она совсем недавно родила малышей, вот только почему-то их не было. Скорее всего, щенков забрали, а ее саму просто бросили на улице. Но, к счастью, для собаки закончились страдания, когда ее нашли волонтеры. Они привезли малютку в приют, тщательно осмотрели, выкупали и накормили. Несмотря на то, что малышка была очень испуганной и робкой, ее назвали Брейв, что значит «храбрая». И, знаете, спустя время она действительно стала такой. Конечно, на восстановление ее душевного равновесия потребовалось несколько месяцев, но теперь нашу героиню просто не узнать. Брейв веселится, бегает, прыгает, играет с другими собачками и совсем не боится людей. Волонтеры до сих пор не верят, что это та самая малышка с затравленным взглядом, которую они нашли в узком проеме между домами. Сейчас это счастливая и веселая девочка, которая живет той жизнью, которую заслуживает, ведь ее удочерили добрые и заботливые люди.